Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками, ждете их, несмотря ни на что. Юрий Дудкин со мной прямо сейчас на связи, как говорится, старый знакомый, военный эксперт, аналитик, военный историк, журналист и политолог. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Давно мы с вами не виделись. Приятно будет пообщаться. А как же, пообщаемся и попробуем поразмышлять, да, о том, что с нами со всеми происходит. Конечно, конечно. Да. Я, с вашего позволения, хотел бы начать разговор не совсем тривиально. Мы обсудим сейчас новости, вот эти переговоры в Париже, отголоски, а чего ждать дальше, Пасха, светлый день впереди, необыкновенное ожидание после прихода Трампа, и 100 дней, оно примерно совпадает, перемирие, прекращение огня. Наконец-то, возможно, какой-то шанс приостановить вот эту бойню Месилова. Об этом поговорим. Я хочу начать наш разговор с вас. 3 года прошло, как вы не в Украине. У вас очень специфический, тяжелый случай. И я хочу, чтобы вы оценили спустя 3 года то, что случилось непосредственно с вами. И как это смотрится теперь, вот сейчас, на современном этапе противостояния. Да, вы правы, Александр. Уехать из Украины для меня было тяжелым решением. Несмотря на то, что мои друзья, причем иностранцы, как ни странно, мне предлагали уехать немедленно, но я почему-то медлил, считая, что, в моем возрасте, а мне уже тогда исполнялось в 22 году, исполнилось 61 год, куда-то переезжать на чужбину, тяжело, собственно говоря. Но начну с того, что в 2021 году против меня было возбуждено уголовное дело по 2 тяжелейшим статьям. Это статья 111, часть 1 и 161, часть 1. Измена Родине и подрывная деятельность. Она, как утверждают правоохранительные органы, возбуждение этого уголовного дела было причиной того, что я с 2017 года периодически ездил в Москву и выступал на российских телеканалах. Я не знаю, можно ли это назвать, и сопоставимо с нашим украинским законодательством, назвать это изменой Родине, потому как так у нас таких изменников, слушайте, было. Да, поэтому я не понимаю, как это можно назвать, если в то время, когда я там бывал, на этих же телеканалах была половина Верховной Рады Украины, раз, причем не самой пророссийской Верховной Рады, а именно пронационалистической. И они ездили в Москву и считали за честь отстаивать позиции Украины на российских телеканалах. Это раз. Второе. Масса граждан Украины, миллионы граждан Украины летали до 2015 года в Российскую Федерацию, в частности в Москву, и ездили поездами, прямым поездом Львов-Москва для того, чтобы выжить просто в тех условиях, в которых находилась тогда уже Украина. То есть граждане Украины ездили на заработки. Никто им в этом не препятствовал. Абсолютно законно, нормально. То есть существовала вот эта ветка железнодорожная до самых последних, так сказать, моментов, когда отношения обострились до нельзя. Я имею в виду до 2014 года. И теперь, возвращаясь уже к вашему вопросу, безусловно, уголовные эти дела до сих пор не закрыты. Я периодически в скайпе пытаюсь в судах доказывать свою правоту. И дело дошло до того, что после первого обыска
когда у меня он произошел 24 февраля 2021 года, и я был водворен в СИЗО СБУ, прошло не так уж много времени, да, но тут произошла, так сказать, агрессия России, как пишут средства массовой информации. И 6 марта, уже после того, как случилась эта агрессия, я был похищен так называемыми сотрудниками СБУ, а это нацистская организация С-14, которая была официально на государственном уровне внедрена в эти структуры спецподразделения, так сказать. Они похитили меня на улице, избив довольно изрядно, отвезли домой. Вторично все было у меня в доме перевернуто, что самое главное, ни в первый раз, ни во второй раз ничего не нашли крамольного, криминального. То есть у меня не было ни больших сумм денег, ни оружия, ни какой-то подрывной литературы. Ну, вообще ничего. Что, Но, тем не менее, даже бюстика Ленина или Дзержинского не было? Нет, бюстик Ленина у меня был. И он был изъят. Но я скажу, я могу парировать это очень простым, так сказать, ответом, что марксизм и ленинизм изучают во многих западных университетах по специальностям определенным. Поэтому здесь Украина не так далеко ушла. Но речь не о бюстике, так сказать. Ладно, бог с ним. Во второй раз я просто без протокола, без актов изъятия имущества, меня просто ограбили, эти негодяи. То есть они забрали не только мое имущество, имущество моего сына, ноутбук, фотоаппараты, там, ну, и так далее, мобильный телефон, ну, все средства электронных носителей, так сказать. И я опять был вторично водворен на Аскольдов переулок 3 в СИЗО СБУ. Но второе мое туда пришествие, это, конечно, можно описать в двух словах. Избиение, пытки и психологическое давление. Задается простой вопрос. А что хотели-то? Правильно, да? Ну, всего-навсего, как мне объяснили потом компетентные люди, близкие ко мне, с 2021 года властью было дано указание начать спецоперацию по устрашению и очищению медиапространства от неугодных журналистов, политологов, блогеров и так далее и тому подобное. Вы же помните прекрасно, Александр, что в этот период времени в Украине было закрыто 6 телеканалов. Закрывались печатные средства массовой информации, интернет-издания закрывались просто по одному росчерку пера. Это закрытие происходило даже не по решению суда, а просто вот выдавалась бумага, и президент ее подписывал. Ну, как это называется, наверное, каждому понятно, да? В каких странах такое может происходить, но никак не в демократических и тем более в европейских государствах. А за что вас били? Вот, ну вот, смотрите, тут же такой момент. За что? Ну, вы на тот момент, сейчас, как бы в таком уважаемом возрасте, вы там при всех, скажем, при всех прочих, ну, там, тягаться с какими-то или сопротивляться каким-то, ну, здоровым лбам из органов, ну, это же, ну, смысл. Ну, я вам скажу одну вещь, комплементарную нашим органам. Те, значит, офицеры, которые меня допрашивали, да, офицеры СБУ, профессионалы, то есть не те, которых залетных штурмовые отряды призвали туда, С-14 и прочие, как вы сказали, лбы, 20-25-летние, безмозглые, то офицеры СБУ ко мне относились довольно гуманно и, скажем, дипломатично. Вот. Но эти отморозки, которым давалась команда, конечно,
для того, чтобы надо мной издеваться, безусловно, в голове не имели ничего святого. Так вот, вы задали вопрос, что хотели. Это продолжение той же акции запугивания. После этого не только меня, но и других известных в Украине политологов, я сейчас не буду называть их фамилии, потому что, чтобы не навредить, заставляли эти отморозки записывать всевозможные хвалебные ролики руководству Украины, ВСУ, ну и так далее и тому подобное. Клеймя и, так сказать, Российскую Федерацию и российские вооруженные силы, и тем более проклиная агрессию Российской Федерации. Вот это была главная цель. Естественно, я вел себя достойно. Кроме всего прочего, с меня требовали дать показания на тех людей, которых я вообще в жизни ни разу не видел. Я имею в виду членов парламента, украинского парламента, которые находились в тот период времени, еще до войны, в парламенте и являлись оппозиционной силой. Меня заставляли давать на них показания, что я категорически не сделал и категорически с этим был не согласен. Вот поэтому то, что с меня пытались это выжать, безусловно, выжать не удалось. Ну и потом ряд народных депутатов, которым я не безразличен, мы дружны, все-таки настояли на том, что и первое, и второй мой арест долго не прошли. Они, так сказать, меня вынуждены были освободить. Вот. И я еще где-то месяца 3-4 находился в Киеве, после чего была попытка покушения на меня на улице, когда я следовал в магазин продуктовый. 2 выстрела из пистолета Макарова последовали за моей спиной, и я даже видел, как пули ударяются в стену здания, мимо которого я проходил. Плохо стреляют просто. А второй раз вечером, когда я возвращался опять же домой, у моего подъезда за мной, видимо, следили, это естественно. Остановилась резко машина, оттуда вышел опять же какой-то идиот отморозок и швырнул в меня топор. Когда я вызвал полицию, простите, вот, полиция приехала через 40 минут, и полицейский, который, так сказать, беседовал со мной, опять же, не по протоколу, я написал заявление, но это заявление кануло в лету, что на меня было совершено покушение. Он сказал, ну зачем такие театральные сложности? Тебе б застрелили, и все. Вот так был. Такой был ответ полиции, понимаете? Поэтому я принял решение уже, а это произошло 5 апреля, стрельба и швыряние топора. Я принял решение все-таки, что надо, наверное, свою жизнь как-то сохранить. Потому как, я могу быть еще полезен и Украине, и украинскому народу. Поэтому, опять же, мои друзья из миссии ООН, я не буду их сейчас называть, вывезли меня в Финляндию. Абсолютно официально, с другими гражданами Украины. По украинскому паспорту я прошел пограничный контроль. И тем более, еще раз говорю, я не призывного возраста был в тот период. Мне уже был 61 год. И мы, так сказать, добрались до страны с ООН. И я благополучно, так сказать, покинул рідну неньку Украину, которая мне по-прежнему дорога, но как государство Украина, я ее ненавижу. Вот, пожалуй, все. Знаете, вообще этот процесс, который запустился еще в 2021 году, мы помним, что в 2021 году началась, скажем так, концентрация войск у границ, учения бесконечное, и тогда нам говорили прям чуть ли не весь год, что вот-вот начнется большая война, некая война.
Сейчас калейдоскопом пролетают вот эти годы, и ты уже по-другому смотришь. Многие забыли, что было до широкомасштабного вторжения, и это понятно, потому что каждый день ужас, трагедия и смертоубийство. Прилеты по домам, прилеты, гробы, то есть вот мы с вами говорим, да, в преддверии праздника, телами обменялись, 40 с одной стороны и 900 с другой, причем в большую сторону украинские, да, ребята. То есть мы уже не можем из-за шока проанализировать вообще, что происходило и каким образом, да, вот к этому мы пришли. А ведь очень важно именно подумать, как выходить из этого. Потому что складывается впечатление, что Трамп, который взял на себя миссию остановить огонь и остановить войну, он выглядит как чистый лист. Это Байден говорит. Это Байден, Зеленский, это их война, это не моя война. Но с чистого листа не получится. Слишком много крови пролито и слишком большая обида внутри у каждого. Причем со всех сторон. Я вот как хочу задать вопрос. Вообще перемирие в такого рода войне возможно? Нет. Я немножечко разверну свой ответ в этой связи. Хотя вопрос этот вами задан, он многогранный. Он непростой вопрос. Я, поскольку нахожусь за рубежом, регулярно получаю информацию и из Украины, и из Российской Федерации. У меня очень много сослуживцев, моих бывших сослуживцев, с которыми я служил и в российском флоте, когда он еще был советский, и в украинских вооруженных силах. Они сейчас уже имеют генеральские звания. Я себе очень четко представляю, что люди чувствуют и с той, и с другой стороны. Степень накала, который сегодня происходит между нашими государствами, я имею в виду Украину и Россию, достиг до такого апогея, что процессы идут необратимые. Каким-то перемирием сиюминутным, прекращением огня это не остановить. Есть очень мощные внешние силы на стороне Украины, конечно, которые кровно заинтересованы в том, чтобы эта война продолжалась неограниченное количество времени. Как говорят на Западе, до последнего украинца. Это гнетущая ситуация, конечно. И посмотрите, пожалуйста, вы вспомнили про встречу в Париже, которая закончилась сегодня. Ведь те, кто собирались там, а я так понимаю, что главным мероприятием у них там была не сама встреча, а ужин. Вот те, кто собирались там на ужин, да, они не пришли ни к какому решению. Обычно я называю переговоры переговорами, когда в результате этих переговоров вырабатывается путем компромиссов, взаимных компромиссов, вырабатывается какое-то решение, одно единственное, и на основании этого решения подписываются какие-то важные документы. В основном это договоренности, договор. После таких встреч, которые уже были и в Париже, а сейчас будут еще и в Лондоне, это говорильня. Это говорильня, которая не имеет под собой никаких оснований, во-первых, раз. Потому как главный переговорщик Россия исключен из этого переговорного процесса. А потом сам Зеленский сказал и издал указ соответствующий, что он этот указ не отменял. Не отменял никто, и он сам не отменял. Что он переговоры с Россией вообще вести не будет. Поэтому все остаются на своих местах. Каждый по клубам, по интересам проводит какие-то переговоры. Россия свои, Запад и Соединенные Штаты свои, Украина свои. Вот
такова ситуация. Поэтому все зашло в очень-очень серьезный тупик. И, как вы правильно заметили, с каждым днем жертвы и количество пленных увеличивается и будет увеличиваться. Но здесь я могу сказать одно. Абсолютно определенно и четко. Это мое понимание. Не обязательно на меня, так сказать, ссылаться. Я это чувствую просто, что Владимир Путин не пойдет ни на какие компромиссы в части, касающихся перемирия, каких-то условий, которые ему пытается выдвинуть Запад, ну и так далее и тому подобное. Это не тот человек. Тем более он пытался, как, кстати, и украинское руководство в лице Петра Порошенко, потом, правда, это превратилось в фарс, путем Минских соглашений все-таки оставить Украину, во-первых, в тех границах, которые она тогда существовала, на условиях федеративного договора между двумя субъектами, имеется в виду Луганской и Донецкой области, ДНР и ЛНР, или ОРДЛО, как их называют. И тогда бы вопрос вообще был снят. Но опять же, кровно заинтересованные иностранные спецслужбы в лице Центрального разведывательного управления США и Ми-6 Британии, естественно, превратили подобные Минские соглашения в оттягивание, так сказать, времени, а потом и Меркель, и Олланд подтвердили то, что это была обманка, и нужно было Украину накачать деньгами, оружием и так далее. Правда, оружием почему-то накачивали очень слабо. Сам Трамп признался, что Обама тянул до последнего с поставкой джавелинов в Украину, а он, видите ли, так сказать, первым отправил вот это супероружие, которое сейчас вообще ну никак не противодействует российским вооруженным силам. Он отправил это оружие первым в Украину на очень большие деньги, за очень большие деньги, причем деньги американских налогоплательщиков. Кстати, о птичках, будем так по-народному говорить. Джавелины как-то появились в Мексике у мексиканских наркокартелей. И когда Соединенные Штаты об этом узнали, они пришли в изумление. Мы как бы Мексике не поставляли подобные типы вооружений. Но уши, как говорится, торчат понятно откуда. Из Киева. И на сегодняшний день вот это все, что поставлялось в Украину, не что иное, как товар украинского руководства, как марионеточного руководства на сегодня. Потому как все должно было закончиться в 2023 году, и начаться должны были новые выборы. Так вот, это руководство превратило Украину в вооружейный хаб, который на сегодняшний день торгует всем абсолютно. Самые большие потоки, вот обратите внимание, ВСУ по-прежнему воюют автоматами Калашникова, самым испытанным, самым лучшим оружием в мире. Ну, конечно, российского, советского производства, но никак не вооружаются американским стрелковым вооружением. И это все стрелковое вооружение, которое поставлялось в самом начале 2022 году, в феврале месяце, оно все ушло за рубеж. Где деньги, Зина? Вопрос. Юрий Анатольевич, и все-таки почему перемирие невозможно? Ведь по большому-то счету все примерно понимают, глядя на линию фронта, что нет там, крупных прорывов. И справедливо говорят, что война абсолютно поменялась. Война стала дроновой, да, война и ведется по другим правилам. Даже правила войны нужно менять, да, из-за этого. И вот сказать, что там завтра или там, в течение недели условно там, российские войска смогут быть опять под Киевом, или сказать, что там в течение 3-5 дней рассекающий удар и выход к Азовскому морю со стороны ВСУ, ну это фантастика. И все это понимают.
И все равно продолжают воевать. Продолжается вот эта, война Первой мировой, вот эта вот окопная, да, ужасная, только с, маленькими там бонусами от современного хай-тека, да, о том, что, современные дроны, современные там роботы какие-то, дистанционные пулеметы и так далее, и так далее. Почему это нельзя остановить? Во-первых, я уже дал на этот вопрос ответ, что Россия будет воевать до тех пор, пока у нее есть ресурсы. А ресурсы у нее колоссальные. Страна, которая добывает в год, подчеркиваю, в год 250 тонн золота, может себе позволить вести любую войну с любым типом вооружений. Это раз. Второе. И официальные лица в России заявляли уже, это и президент Путин, и министр иностранных дел Лавров, а сегодня и специальный представитель при ООН Василий Небензя заявили, что время перемирий закончено, перемирия эти ничего не дают, то есть война не прекращается. Возьмите хотя бы тот мораторий, который был были договоренности между Трампом, Путиным в телефонном разговоре, и Зеленскому это было доведено, чтобы не бить по энергоструктуре. Ведь энергоструктура Украины на сегодняшний день на 70% уничтожена. Мы где-то там, это я имею в виду Украина, где-то что-то еще пытается какими-то проводами из-за рубежа себя немножко подпитать электроэнергией. Потому как некоторые атомные электростанции на сегодня просто-таки остановлены. В частности, Хмельницкая атомная. И потому как некуда энергию сбрасывать. Ведь атомная станция, когда вырабатывает энергию, она не может там стоят накопители специальные. И эту энергию нужно сбрасывать потребителям. На сегодняшний день все накопители уничтожены. Приходится останавливать атомные реакторы, потому что они могут просто взорваться. Это может быть и не один Чернобыль. Поэтому время перемирий закончилось, как говорят россияне. Да и, собственно говоря, я не вижу в украинском марионеточном руководстве большого желания подписать какое-то перемирие. Вы же посмотрите, мы же все прекрасно видим, как ведет себя господин Зеленский. Он же абсолютно уверен в себе, и я отдаю ему должное. Он работает, как и работал, на свою популярность в мире. Понимаете, человек стал в мире популярным. Это дорогого стоит. И он эту популярность заработал себе именно на вот этой воинственной риторике. Ведь было понятно, как сказал ему господин Трамп, президент США, что начиная, войну, отвергнув переговоры, нужно было просчитать свои силы, а не требовать ракеты у Запада. Поэтому перемирие нужно, может быть, Западу для того, чтобы подпитать ВСУ и, в частности, Зеленского. Но миллиарды потоком уже, естественно, не пойдут. Вот эта встреча в Париже показала одно, что там сидело два полицейских американских. Один был хороший полицейский, это Стив Уитков, ближайший друг и соратник Дональда Трампа, а второй полицейский Рубио, госсекретарь США, вернее, плохой полицейский. И он сказал, Марко Рубио, что вот эта эра бездонного снабжения Украины долларами заканчивается. Вот сейчас уйдет в небытие тот проект, который был подписан еще Байденом по снабжению оружием Украины и финансированию ее государственного бюджета, потому что пенсии на Украине и зарплаты платятся от американских налогоплательщиков, потому как не существует в Украине за сегодняшний день экономики. Ее нет просто. Потому на чем зарабатывать деньги? Все зависит от иностранных
заимствований. Вот. И я не знаю ни одной страны мира, уж простите меня за такую категоричность, чтобы когда-нибудь, где-нибудь Соединенные Штаты, Запад в целом, Международный валютный фонд помогли какой-нибудь державе, какому-нибудь самостоятельному, ну, в кавычках, конечно, самостоятельному государству, потому как если какое-либо государство берет взаймы, причем миллиарды, сотни миллиардов долларов, оно становится рабом, вассалом. И я не знаю ни одного такого государства, которое бы после этого ну, просто расцвело. У них начался сумасшедший рост производства промышленного, торговли внешней. Я не знаю таких государств. Как правило, это многолетнее, а может быть даже вековое рабство, в которое сегодня попала Украина. Поэтому, возвращаясь опять же к вашему вопросу о перемирии, я задам вам же такой риторический вопрос. А в чем смысл его? Остановить кровопролитие, все навоевались. Ну хорошо, перемирие закончится, например, через полгода. Ну или через год, неважно. Хотя я не уверен, что оно будет соблюдаться в полном объеме. Мы же прекрасно помним, как по Минску сколько раз эти перемирия нарушались. Я сейчас не беру даже стороны, с какой стороны они нарушали. Там даже ОБСЕ, рыльца в пушку, которые помогали ВСУ, снабжали их определенными данными военного характера, это уже стало явью, это уже вышло в средства массовой информации. Wall Street Journal об этом писала, что ОБСЕ было на стороне ВСУ. Там приводятся конкретные данные. Так вот, эти перемирия, они все равно когда-нибудь заканчиваются. Понимаете? А соблюдаться ли они будут, у меня тоже очень большой вопрос. Существует. Это, опять же, я возвращаюсь к началу моего монолога и вообще нашего диалога, что ситуация крайне накалена. И никто, практически никто, не хочет на сегодняшний день полноценного мира на Украине. Все в чем-то заинтересованы. Эта заинтересованность разная, но она присутствует как и у Соединенных Штатов. Они хотят завершения войны. Они не столько хотят завершения войны, сколько хотят прекращения стрельбы, чтобы завести туда свои компании и выкачивать природные ресурсы. Понимаете? Запад, понятное дело, это уже традиционно, в прошлом веке, я имею в виду Европу, организовал 2 мировые войны, пройдясь пожаром просто там по всему континенту, начиная от Первой мировой войны и заканчивая Второй. Причем дважды подписывая капитуляцию. И вот на сегодняшний день Запад, опять же, у нас, скажем так, бредит какими-то иллюзиями о том, что уж Третью мировую они обязательно выиграют. Но я в этом имею большие сомнения. Пасха вот-вот, а 9 мая немножко позже. Как вы оцениваете, в чем замысел, да, что на протяжении лет сбивали звезды, Ковпаку даже досталось, понимаете? Ковпаку, а Ковпака даже сняли. Ну и других деятелей, конечно, да, которые связаны с тем периодом, отрезком времени, 80 лет дата, да, вот День Победы, 80 лет, мы вот к нему подходим. Интереснейший розыгрыш получился как на международном уровне, так и внутри. Понятное дело, Россия это использует для мобилизации внутренней, такой своей настроенности. К ним едут высокие гости, 17, по-моему, да, лидеров стран, Си Цзиньпин, гости из Европы, на которых оказывается давление. Они говорят, а кто вы? То есть Еврокомиссия, Фица говорит, ты не можешь мне запретить, я еду. Там Вучич, какая-то эстонка, да, начинает учить серба о том, что нельзя, собственно, ехать. То есть конфликтная ситуация достаточно. Но в Киеве проводят свои мероприятия. День Европы был подписан на этот день Зеленским. И этот день Европы ознаменуется приездом европейских
представителей Министерства иностранных дел, коалиции желающих, так называемых. То есть мы видим вот такое соперничество. Слушайте, а как вообще все это выстраивается? Ведь казалось бы, что там до 9 мая может там все закончиться. Были прогнозы, я помню, у меня на канале люди, аналитики высказывались. Ну вот Россия объявит победу, например, да? И Украина объявит победу. И это все вот символично, май месяц. А такое ощущение, что если посмотреть на 9 мая, как оно планируется сторонами, то это только все начинается. И будет новый всплеск после этого. Что вы думаете по поводу роли 9 мая? Как, вот знаете, как каждый 9 мая не похож на следующий. А в этом году вообще получился особенный, как раз-таки в символичный 80-й год. Вы еще, Саша, пропустили одно мероприятие, которое планируется под эгидой и патронатом власти. Это гей-парад. Вы не слышали об этом? Гей-парад вот, поэтому... нет. Гей-фестиваль на Пасху и Страстную Пятницу, это, конечно, да, это нет, мощно. 9 мая тоже, говорят, там они пытаются вылазить. Вот, как, собственно говоря, и на Пасху. Но бог с ним. Как говорится, нам своеру быть, как говорил украинский классик. Дело в том, что, безусловно, немеркнущая слава Великой Победы советских людей, советского солдата в победе над фашистской Германией, конечно, будет отмечаться очень широко не только, так сказать, в России, но и в Украине в том числе. Я уверен, что люди, которые придут в Парк Славы возложить цветы, они там будут, их количество, конечно, будет очень ограниченным. Вот. Но, тем не менее, адекватные люди, которые помнят своих предков, своих отцов, воевавших за эту победу, и будучи в союзном составе, Украинская ССР внесла значительный вклад в победу над фашистской Германией, конечно, граждане Украины 9 мая придут к вечному огню. Что же касается европейских лидеров на сегодняшний день, да, они, безусловно, для них это кость в горле, причем неизлечимая, невынимаемая. Они просто такие не могут на сегодняшний день никак заглушить салют, победный салют 9 мая, и тем более не могут простить это правопреемницы Советского Союза, Российской Федерации. И поэтому вот такие мы слышим вопли. Да, кстати, я уже находясь в эмиграции 3 года, последние месяцы пытаюсь общаться с нашими украинцами, которые находятся сегодня на территории Украины. И в том числе по поводу празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это люди не 18-летнего возраста, тем более не 16. Это люди 40, 35 лет. То есть те, которые уже, так сказать, родились, когда Советский Союз был в своем закате. И я диву даюсь. У меня, честно говоря, нет слов, как выразить и свое возмущение, и свое удивление, когда эти люди мне говорят, так бандеровские части, вот эти все, которые были организованы под патронатом Абвера, СС, Нахтигаль, УПА и так далее, они же боролись за свободу Украины в тот период времени. Но я же задаю вопрос вам, говорю, ребята, а Украина тогда была в каком составе? С 22 года Украина была в едином государстве, называемом Советским Союзом. Она не была отдельным государством. И люди, которые жили и на Украине, и в Белоруссии, и в Таджикистане,
и в Грузии, и в Армении, где угодно по всей территории Советского Союза назывались советскими людьми. Они не назывались украинцами там, или белорусами. Это были советские люди. И советские люди воевали в рядах Красной Армии. А вот те, которых вы сегодня говорите, называете освободителями, они стреляли в спины вашим отцам и дедам. Ну, из своего, так сказать, опыта семейного я могу привести лишь одно, что по линии мамы моей, как я воспринимаю эту трагедию войны, по-своему воспринимаю. Моя бабушка, она полька по национальности и в свое время приняла православие, была православным человеком. В период оккупации фашистами Хмельницкой области, которая находилась 3,5 года под оккупацией немецкой, она работала в подполье, в советском подполье, которое под руководством доктора Михайлова в этом маленьком городке в Хмельницкой области. И, безусловно, она, зная польский язык и частично немецкий, через связных давала очень ценные сведения партизанскому отряду, который действовал на территории Хмельницкой области, в частности, командиру партизанского отряда, герою Советского Союза Антону Адухе. И вот вы вспомнили о Ковпаке, а Антон Адуха и Сидор Артемьевич Ковпак, они как раз вели основную свою борьбу не только против немцев, но и против этого бандеровского отродья. Они их так гоняли по лесам, что те не знали ни сна, ни отдыха. И поэтому нынешние украинские нацисты так ненавидят Ковпака. Я был, да, неоднократно видел, он похоронен, кстати, его могила находится на Байковом кладбище в Киеве. Я неоднократно видел, как эти сбитые 2 звезды Героя Советского Союза, эта краска, которая там разлита, ну, осквернение, всевозможные осквернения, которые подвергается его могила. Она не изменит памяти об этом человеке. Это память светлая. И таких командиров партизанских отрядов и в Беларуси, и в Украине, в местах наиболее подвергшихся жестокой фашистской оккупации, было очень и очень много. И везде, в принципе, в наших славянских государствах глубоко чтят память об этих людях. Ее нельзя затмить на сегодняшний день. Потому что память народная, дай Бог, как говорится, мы уйдем из жизни, да, а она еще минимум 80 лет будет жить в сердцах наших детей. Ну, я при всем уважении, но вы же понимаете, что это в современных реалиях для украинцев звучит кондово. Штампы и уже, ну, да, простите, но уже это совсем не так. Ну, понимаете, почему? Что именно не так? Что память ничего не затмит. Эту память затмила вот эта война, которая сейчас разворачивается на наших глазах. Ничего подобного. Танки с крестами, только теперь на другой стороне, понимаете? Да. Вот вы сами отвечаете на свой вопрос. А почему, так сказать, защитники Украины лепят на свою технику и вооружение Балкенкройцы? Это что, является убедительным доказательством того рядовому населению Украины, что они ведут правое дело? А почему в таком случае, в отличие от первых дней начала вторжения российских войск на Украину, были очереди в военкоматы? Потому что было сознание людей, была мотивация. Действительно, может быть, защищать свою Украину, родную, так сказать, рідну землю. Почему сегодня украинские власти применяют просто такие изуверские методы по отлову людей в ВСУ? Разве это не является и не может переубедить украинский народ, здравомыслящий народ, конечно? Я верю, что
таких граждан в Украине на сегодняшний день все-таки большинство. Их запугали. Их запугали. Они сидят бедные по своим домам, по квартирам, по подвалам, кто где может. И боятся нос высунуть на улицу. Ведь, опять же, я общаюсь с Украиной, у меня нет потери связи. Я знаю, что некоторые села в моей родной Хмельницкой области, там остались одни бабы, простите, женщины, старики. Там нет вообще мужчин. Я не говорю о молодых людях. Они либо уехали за кордон своевременно, правдами, неправдами, либо они убиты. Потому что кладбища эти сельские, они просто наводнены украинскими флагами. Там одни украинские флаги, там нет уже гражданских могил, их не видно. Разве это не может убеждать, Александр, украинский народ, что что-то не то в этой агрессии? А память, которая была и есть, я подчеркиваю, в украинском народе, она вот в этих вот семейных альбомах, пожелтевших фотографиях, в могильных плитах, может быть, поросших уже травой, но с красными звездами над ними. И даже в Польше, возьмите такую страну, явно не симпатизирующую Российской Федерации, даже в Польше есть активисты, я их знаю пофамильно, которые препятствуют власти сносить памятники, особенно над могилами воинов Красной Армии, и на свои деньги восстанавливают эти памятники. Я уже не говорю, кстати, о Германии, как бы кто ни говорил о Германии, да, и как она на сегодняшний день себя не ведет, плохо ведет. Но тем не менее, в Берлине, в Трептов-парке и в Тиргартене все эти памятники в идеальном состоянии. Бундесправительство ежегодно выделяет для того, чтобы ухаживать за этими памятниками советским воинам, 5 миллионов евро ежегодно. Это тоже идет из муниципальных бюджетов. Поэтому, говоря о памяти народной и о солдате-освободителе, советском солдате-освободителе, она, конечно, не подвергается никакой ревизии. И эта память будет сохранена. Как вам кажется, как будет развиваться дальше эта война? Какие события нас ждут? Военные, военно-политические. Исходя из логики того, что происходит сейчас. Вы стоите на том, что перемирие невозможно, или даже если будет объявлено в какой-то сфере или всеобщее, но оно не выдержит испытанием временем. Соответственно, война будет так и тянуться, так и продолжаться дальше. Но давайте будем откровенны. Война – это вещь, которую изучают. Это подходы научные к ней. Все понимают, что это как пьеса, да, есть там кульминация, завязка, развязка, да, там, первая кульминация, вторая кульминация. На каком этапе, как вам кажется, сейчас находимся мы, и какие маркеры, да, могут быть, чтобы, то есть мы на этой фазе. Поделитесь взглядом, как военный человек. Я уже сказал об этом, что Россию, как бенефициара специальной военной операции, как ее называют в России, не интересует, об этом никто не говорит, какой-то регион, 5 областей Украины, которые сейчас заняты российскими войсками, еще, правда, не до конца. И кто-то себе может представить, особенно в Соединенных Штатах, что российскую власть нужно уломать на признать эти 5 захваченных украинских областей, и она на этом успокоится. Это не так. Надо читать все, как говорится, до конца. Нельзя книгу читать либо с середины, либо где-то еще под конец. Ее надо прочитывать все, от начала до конца. А книга войны
тем более дает общечеткое представление о том, что было и что будет. Надо понять источники этой войны. Причем понять абсолютно непредвзято. Вот я призываю всех, прежде чем делать какие-то выводы, да, начинать с истоков. Где эти истоки? Когда они начались? Кто есть, так сказать, зачинателем вот этой ненависти, которая разжигалась между этническими украинцами и этническими русскими? Это немаловажно. Второй момент. Это мое личное ощущение. Путина интересует вся Украина. Поверьте мне. Его не интересуют эти 5 регионов, которые сегодня находятся под контролем Российской Федерации. Его интересует вся Украина. Почему? Ну, посудите сами. Поставьте себя на место российского руководителя. Вы оставляете какой-то нацистский анклав, абсолютно нацистский, даже с некоторыми фашистскими элементами в государственном управлении. Вы его оставляете таким, каким он есть. Подписываете мирное соглашение, и на этом все останавливается. Это способствовать будет миру, добрососедству? Конечно, нет. Ведь Нет, Запад... подождите, будет способствовать система договоренностей, сдержек и противовесов, гарантий, партнеров, на которых делает акцент Зеленский, но Рубио дает отворот пока. Не премину, Александр, напомнить. Минские соглашения – это раз. Если еще раньше копнуть в историю, договор о ненападении между Советским Союзом и фашистской Германией. Я таких примеров вам десятки могу привести. Десятки могу привести такие из истории. Поэтому на сегодняшний день это не будет способствовать прочному миру. Ведь говоря о книге войны, да, о начале этой войны, я ведь не зря сказал, что книгу надо читать с самого начала. А Россия и официальные представители руководства Российской Федерации сказали уже абсолютно четко и Западу, и Трампу сказали, что мы ждем, они ждут устранения истоков этой войны. А что явилось источником этой войны? Естественно, Майдан. А кто поддерживал и финансировал Майдан в Украине? Кто финансировал межнациональную рознь, межконфессиональную рознь? Кто ее финансировал? И вот пока в Москве не получат все эти ответы на эти все поставленные вопросы, ну и там ряд других вопросов, которые идут уже вторым номером. Это не включение Украины в НАТО, железобетонные гарантии. Железобетонными гарантиями могут быть только если российские войска будут на границе с Польшей. Вот тогда действительно Украина не будет в НАТО. Ведь вы посмотрите, Рютте приезжает в Киев, да, генеральный секретарь НАТО. В Одессу. И что приезжал. он говорит? В Одессу. Я хотел сказать в Украину. Но что он сказал? Да, мы, так сказать, не готовы сейчас принять Украину в НАТО по определенным соображениям. А соображения эти вытекают из Вашингтона. Потому как на 2/3 бюджет НАТО – это деньги Вашингтона, деньги Соединенных Штатов. Но в дальнейшем вопрос все равно остается открытым. Ну, настолько, понимаете, люди, я бы даже сказал, не обладают прагматичным мышлением в этом отношении, что сколько будет существовать опасность принятия Украины в НАТО, столько Россия будет противодействовать этому. Но это же ясно, как божий день. И причем противодействовать уже самым решительным образом. А это же разве идет на благо Украины? Ведь украинские граждане в конечном итоге гибнут и расплачиваются вот за такие политиканские штучки. Возьмите другой вопрос. Вопрос мобилизации. Для чего нужна, опять же, вот эта жестокая мобилизация, которая превратилась, ну, я не знаю, граждан Украины действительно закрыли в какое-то гетто. Вот. Для чего она нужна? Это опять же элементы устрашения. Устрашение.
И вот работающая на сегодняшний день пропагандистская украинская машина уже не стесняясь говорит об этом, что те, кто не хотят служить в вооруженных силах Украины и пытаются выехать, их нужно лишать гражданства, их нужно лишать гражданских прав, собственности лишать, квартир, домов и так далее. Причем самое интересное, вот это же, понимаете, это же такой момент, это какой-то военный обозреватель выдал на днях. Это, конечно, ужас. В Украине с уровнем зарплат, да, когда всей семьей родственники там скидывались, на свадьбу дарили какую-то однушку, на зарплату ты не можешь купить квартиру в Украине, да, и это поколенчески, это вот там передавали, где-то наследство, где-то что-то досталось. На это уже глаз положили, понимаете? Это вот, это... Да, да. Ты попробуй ее купи, эту квартиру или там что-то другое. Какого же уровня, я говорю, кощунства дошла украинская власть? Вы правильно заметили, что эти все квартиры, да, хрущевки, вот эти панельки, это же все наследие советского прошлого. Ведь Украина, если строила жилые дома, они по миллионам уходили там за квадратный метр. Вот. А здесь же советское наследство, которое они сейчас оскверняют, разрушают, они все-таки решили себе его присвоить. Таким образом, что те граждане Украины, которые не хотят защищать, будут лишены этого наследства. Но, понимаете, дальше уже, говорится, ехать некуда. Ну и в заключение этого вопроса вашего, Александр, я скажу следующее, что самое главное, что на войне, этой страшной войне, гибнет украинский генофонд. Вот восстановить все это в течение 2-3 лет не получится. Для этого нужны поколения людей в семье, где погибли, а я знаю такие семьи, 3 мужчин, причем плодородного возраста. Там уже, как говорится, о пополнении семьи и речи быть не может. И остались 4 женщины. Мать этих сыновей и 3 жен. Все. Вот об этом, если бы в Украине кто-то задумался, но я думаю, вряд ли это получится, потому что на сегодняшний день украинская элита представляет собой трусов. Самых настоящих трусов. Это и Порошенко, это и Тимошенко, и прочие, прочие, прочие. Я сейчас их не буду называть. Достаточно этих 2, которые соглашаются абсолютно со всем, что происходит в сегодняшний день, например, в той же Верховной Раде, вот, в том же кабинете министров. Вот, я на днях, вот перед нашим разговором, посмотрел государственный бюджет Украины на 2025 год. Ну, простите меня, дефицит бюджета 49,5%. Это 49, простите, я ошибся, не процентов, а 49,5 миллиардов долларов. Понимаете? Ну, о чем мы говорим? О каком возрождении Украины мы говорим? И когда оно наступит, в конце концов? Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Спасибо большое, что рассказали и свою историю, и поделились своими мыслями. За время и мысли спасибо. Спасибо, Александр, вам. Буду рад до следующей встречи. Друзья, пишите в комментариях, что думаете, ставьте лайки, не забывайте. Спасибо всем за поддержку. Всех с наступающим светлым Христовым воскресением. День, когда не хочется погружаться в ужасы и кошмары, но они все равно перманентно происходят и касаются все большего и большего числа людей. Но это повод задуматься о себе, о близких. Добра и света. Увидимся.